Друзья мои, всем вселенский привет! Как мне себя с ним вести? То есть, если вы у себя спрашиваете, как себя вести с этим человеком, потому что каждый человек – это отдельный мир, отдельная вселенная. Как с ним лучше себя вести, чтобы был мир, любовь, взаимопонимание, долгие, счастливые, стабильные отношения? Если вы у себя спрашиваете, как мне с ним себя лучше вести, вот это колода Таро и Ленорман вместе. Кстати, здесь тоже Сибила есть. Это как 3 колоды в одной. То есть считайте, что я 3 колоды раскладываю. Я для вас сделаю цыганский расклад. Как мне себя с ним вести. Будет экспресс-расклад небольшой. Что было, есть и будет в ваших отношениях. А нужно себя вести, конечно, скорее всего, так, как для вас хорошо, но все-таки вы не хотите быть одна, вы хотите с ним быть, правда? Поэтому так, как ему тоже будет удобно, то есть как вам обоим будет удобно. Но все базируется на том, что было, потому что то, что было, показывает тоже его и ваши предпочтения в жизни. Поэтому я начну с того, что было в ваших отношениях. 3 карты. Что было? Такой старинный расклад. Что было? Он очень простой. Что есть и что будет между вами. А также, что немаловажно, чем ваше сердце успокоится. И еще у меня будут карты вот здесь посередине. Если нужно будет, я обязательно буду добирать. А сейчас что было, посмотрим. Что было между вами такого, что влияет на сегодняшний день. Мы только с этой позиции рассматриваем, что было. Итак, смотрите. Во-первых, Иерофант. Или же вы уже женаты. Вот эта карта Иерофант. Или же вы уже к этому идете. Потому что Иерофант говорит, что ваши отношения, они по традициям вашего рода и его рода. Они были задуманы Вселенной, и они только вам на пользу, и они только принесут вам счастье. Иерофант это старший аркан. Он говорит, что мужчина серьезно настроен, Иерофант всегда серьезно настроен. Он немножко традиционный мужчина, он хочет, чтобы вы действовали как-то по его законам, что ли, да, по законам его семьи, по законам его мамы. Кстати, это чаще всего трение в этом. Потому что любой мужчина хочет, чтобы было как было. Мы все, человек такое странное существо, мы все хотим, чтобы как было, и в то же время хотим, чтобы отношения, новизна была. Вообще люди все стремятся к новизне, это закон расширения Вселенной. Но и в то же время нам как бы комфортнее так, как было. Мужчина хочет, чтобы между вами было так, как было у него в роду. Это точно. Еще 8 жезлов, кстати, очень хорошая карта. Она говорит, что с самого начала мужчина очень был заинтересован в том, чтобы строить ваши отношения. А также ваша вселенная была просто соседи мне машут рукой, извините. Ваша вселенная была как бы зациклена вместе, да, потому что 8 жезлов, там же 8, это бесконечное притяжение друг к другу, которое было родовое, пусть даже немножко даже кармическое, вот этот магнетизм сумасшедший. Я хочу сказать, что кармическое у всех по чуть-чуть есть, потому что мы не можем встретить того, кого мы еще не встречали, да, мы притягиваемся к тому, что мы знаем хоть немного. 8 жезлов очень хорошая карта. Она здесь у нас вместе идет с картой развилка в Ленорман. Я могу сказать, что, может быть, вы с ним познакомились на перекрестке дорог. То есть, когда он, например, вышел из отношений, и вы вышли из отношений, и были в поиске. То есть, когда и он, и вы были открыты к новым отношениям. Даже, может, вы и были в отношениях еще, или он. У каждого по-разному проиграется. Но вы стремились к чему-то новому, к чему-то, которое больше подходит, да. То есть, я бы сказала, что здесь развилка именно с картой Иерофант говорит по судьбе, даже если другие люди вас осуждали, это по судьбе было. Вот такой поворот судьбы, он был по судьбе. Еще одна перевернутая карта, и я вам покажу ее в перевернутом и в прямом, и протрактую. Это 10 жезлов. Карта очень хорошая, на мой взгляд, потому что она говорит, что все идет к лучшему, все идет к тому, что вы будете стабильно. Там у Райдер-Вейт все жезлы идут вот к дому, к замку своему, к дворцу своему. То есть то, что вы сейчас строите, это идет к стабильным отношениям. Пусть качели будут, может, у кого-то, или у кого-то какие-то непонятки, влияние третьих лиц, обстоятельств, семьи. Но все идет своим чередом. Это, как бы, знаете, такая
переломный этап. Карта перевернутая говорит, что если были трудности между вами, они заканчиваются. Вот так вот с самого начала было, то есть отношения по судьбе. Вселенная подтолкнула вас друг к другу, это точно, от этого никуда не денешься. Посмотрим с вами, что есть. Вот очень важно, потому что, знаете, есть такое выражение, что было, то прошло. А будущее строится на том, что есть сейчас. Поэтому делаем сейчас наше, меняем отношение к сейчас, и тогда будущее будет лучше. Anyways, это просто астролог сказал мысли такие. А сейчас я вам просто расскажу то, что я вижу. Здесь у нас в этом раскладе есть 3 карты, но центральная карта вот эта, посмотрите. Это карта маг. Я все покажу, но я по очередке, чтобы все понятно было. Это сейчас какая-то магическая сила Вселенной, какие-то ангелы-хранители любви. Вас сводят друг к другу, вас приводят к пониманию, что нет смысла ругаться, вас есть больше то, что объединяет, что магически, потому что маг – это привлекаете вы друг друга. Больше есть того, что привлекает вас, чем того, что разъединяет. Старший аркан. Кстати, и здесь был старший аркан. И еще иногда, вы знаете, вам Вселенная выдала священника с самого начала для того, чтобы венчать ваши сердца, я бы сказала, да, так поэтично получилось. Так, еще 2 карты. Паж Пентаклей, это говорит, что хлопоты были, хлопоты найти себе человека, с которым взаимопонимание будет. Пентакли, что касается отношений, конечно, денежная карта, да, но что касается отношений, Пентакли говорят о том, что мужчина и вы искали у друг друга то, что совпадает, и правильно делали, ищете, это же сейчас, здесь и сейчас, вы ищете то, что, в чем вы совпадаете, в чем вы подходите друг к другу. И еще карта корабль, Ленорман. Очень хорошая карта. Корабль – это романтика, это может поездка вместе, это может быть что-то, знаете, встреча, свидание, что-то очень романтичное, что-то очень приятное, что-то фантастическое, вот как корабль на парусах, да, и птицы там, птицы – это, конечно, портал в вечную любовь. А 6 меча компонуется с кораблем, вот интересно. И еще в этой карте она очень сложно составляющая, здесь 3 колоды. А колода Сибила, карта торговец, вот это впереди, карта торговец Сибила, это итальянские карты. Карта Ленорман, корабль и 6 меча 2. Вот это все вместе составляет общую картину этой карты. 6 меча говорит, вы уйдете от врагов, вы уйдете от препятствий. Вы уйдете от тех, кто был недоброжелатель в ваших отношениях, кто стремился вам помешать, кто стремился нарушить ваш покой. Вы уйдете от тех людей, которые чинили препятствия. У вас был до сих пор бег с препятствиями, да, 10 жезлов перевернутая. У вас до сих пор был бег с препятствиями, постоянный бег с препятствиями. И этот бег с препятствиями вас замучил. И он устал, и вы устали. Когда оба устали, тогда начинается вот это выяснение отношений, негативная энергия. Потому что когда оба устали и ссорятся, это дух ссоры поселился. Это не то, что он сказал, вообще не слушайте, что он сказал. Все неправда, он сам в это не верит. И вы, может, что-то сгоряча сказали. Дух ссоры вас поссорил. И этот дух ссоры, он был связан с тем, что на вас, может, наговорили, его подставили, недоброжелатели, негативное влияние. Кто-то связал ему руки, кто-то по 6 меча, кто-то, знаете, что сделал? Заставил его верить в неверную информацию о вас, о его будущем. Кто-то его закрыл ему глаза, закрыл ему уши, кто-то дал ему неверную информацию и закрыл от него правду. Но, понимаете, Паж Пентаклей, это вот эта карта. Кстати, посередине у нас был маг. Так что сейчас ваши отношения меняются к лучшему. Но я вернусь к Пажу Пентаклей. Здесь Паж Пентаклей говорит, что сейчас он в поиске, как наладить с вами контакт. Потому что пажи всегда это хлопоты, заботы и в поиске решения проблемы. Сейчас и он, и вы решаете проблему. Как себя с ним вести сейчас, этот расклад отвечает. Немножко такой пофигизм. Я всегда об этом говорю, потому что часто карты это показывают. Да? Я честно говорю то, что карты показывают. Что такое корабль? Это самый большой пофигист, это корабль.
Ой, ну вообще в этой карте и пофигист корабль, и шестерка меча там, где вы рулите, вы выруливаете из сложностей, да, вы убираете негатив, высшие силы сейчас защищают вас, сейчас идет борьба между темными и светлыми силами, за ваши отношения идет борьба. Но карта корабль такой пофигизм, как себя с ним лучше вести? Понимаете, я одно скажу, карта корабль – это легкое понимание жизни, паруса. Вот парус надулся, корабль в эту сторону плывет. Но еще есть, конечно, у штурвала, это вы и он. Ну, у штурвала, вместе с тем там водичка блестит, там ветерок, там так хорошо. То есть, понимаете, есть что-то, что в ваших отношениях хорошо. Держитесь этого, как себя вести. Не утяжеляйте отношения. Корабль – это легкий по волнам, бегущие по волнам, легкие волны жизни, да, и вы одна волна катится на другую, и это легкая серебристая волна. Здоровый пофигизм – это когда мужчина не хочет уходить из отношений, потому что ему в них хорошо, то есть легко. Легкие отношения не потому, что он не хочет выполнить обязательства, хочет, потому что маг, он их обязательно выполнит. Когда с человеком легко, от него никогда не уйдешь. Ну, никогда. И в этом такая суть, да, из отношений, в которых легко, хорошо, никогда не уходят, а уходят от тяжелых отношений. То есть, когда мы друг друга грузим, ну, не грузите себя. Понимаете, я могу сказать, не грузите его, но это будет нотация. И зачем она, кому нужна эта нотация? И в этом толку вообще не будет, потому что есть такая вещь, когда мы чего-то хотим избежать, это еще больше приходит к нам. Если я скажу, не грузите его, это не поможет. Но если я скажу, не грузите себя по карте корабль, будьте таким новичком в любви, как Паш, новичок, и магия случится по карте маг, магия случится, вы перестанете грузить себя. Потому что каждый человек должен стремиться к легкой, прекрасной жизни. Мне сказали, да что вы говорите, надо трудом, потом лица своего. Такой труд, который забирает жизнь, такие деньги никому не нужны. Даже $1 миллион не нужен, где человек жизнь свою тратит. Да? Деньги должны даваться легко. А работать все любят, но работа должна даваться легко, не с бешеной нагрузкой. Мы же с вами не на плантации, понимаете? Так что вот такие комментарии, наверное, я в процессе видео рассказываю, когда комментарий выходит, бывает, потому что Вселенная – это круг, все комментарии есть. И я тоже отвечаю, люди иногда пишут, я все прочитываю, если приходит вот это в потоке, я отвечаю. Понимаете, если вы себя перестанете грузить, вы будете легко им восприниматься, и он от вас никуда не денется. А если вы скажете, я не буду его грузить, вы еще больше будете грузить, потому что вы себя нагрузили не только своим грузом, вы еще надели его груз. И вы сама бедная под этим грузом, под этим тяжелым крестом испытаний, что себя и его несете. А вы сбросьте его полностью с себя, вы за его жизнь вообще не ответственные. Да? А себя несите с легкостью. Тогда этот мужчина не просто от вас никуда не денется, вы будете этим магом. Я вам даю сейчас такой магический секрет, который из Вселенной приходит. Перестаньте грузить себя. Не волнуйтесь о нем вообще. Перестаньте грузить себя. И мужчина, когда увидит, что вы перестали грузить себя, он захочет с вами быть. Так магия случается. Итак, что будет? Чем сердце успокоится. Меня девочки просили, окей, показывайте тоже стол. Ну вот теперь такой сеттинг, я показываю тоже стол. Напишите, если вас это устраивает. Мне будет очень интересно, потому что важно узнать ваши характеристики. То есть, что вы хотели бы, я всегда прислушиваюсь к моим слушателям. 3 карты. Одна карта прямая, это тройка чаш. Это что будет? Это у кого не было свадьбы, будет. У кого не было радости, будет. У кого не было мира, будет мир. У кого не было счастья в любви, это счастье в любви. Потому что 3 по нумерологии – это исполнение желаний. Когда есть то, к чему вы оба стремились. И это счастье. Это самая лучшая карта, потому что она двигает вперед, она движет вас, движет вперед, наверное, правильно, движет вперед к цели. Как с ним лучше себя вести? Вот так вот, легко, да? И это правда, вот видите, карта подтвердила мои слова. Дальше, 2 карты перевернутые, смотрите. Это карта отшельник. Отшельник.
перевернутая карта отшельник. И эта карта мне говорит о том, что вы перестанете чувствовать себя одиноко в отношениях, когда перестанете себя грузить и говорить себе: я одинока, я одинока. Человек никогда не бывает одинокий. Если вы чувствуете себя одиноким, нужно увидеть почему. Потому что мы всегда сами собой, первое, это самая лучшая компания. Мы всегда с природой, силами природы. Это безумно счастливая компания, быть силами природы. Мы всегда силой космоса, там, где Всевышний всем управляет, это еще лучше компании. И вы, если захотите, если пожелаете вот так, потому что вы маг, вы будете в компании с самым лучшим мужчиной на Земле. Я вам это гарантирую. Если вы себя чувствуете отшельником, человеком несчастным, замученным, людьми, которые вас не любят, вы говорите: я душу им отдала, они меня не любят. Вы понимаете, они вас не любят не потому, что они именно к вам имеют какие-то претензии. Они ко всему миру имеют претензии. Они весь мир не любят. И их никогда не удовлетворишь. Они в любом случае будут выставлять претензии вам, миру. Такие люди вам не нужны. Это отрицательная, не поддерживающая среда, от которой нужно уходить. Да, трудно уйти. Потому что, когда мы уходим, мы становимся немного отшельниками. Мы становимся немного людьми, такими, у которых нет пока среды. Ничего страшного. Я вас поддержу. Я люблю вас. Сейчас YouTube это ничего не стоит. Понимаете, поддержку можно найти, пока вы ищете в своем городе, в своем доме, в своей стране, на своей улице. А если на вашей улице нет, у меня есть такая чистка, кстати, строим новый дом под новым адресом на новой улице, в котором приятно и радостно жить. Строим новый дом под новым адресом на новой улице. Поселяемся в этот дом. Ну, я говорю вашей ауре, я говорю суть иносказательно о вас. Строить новый дом под новым адресом – это очень тяжелая работа, но это приятная работа, и ее стоит строить. Не будьте отшельником, потому что карта перевернутая. Если нет мужчины, весь мир как обувный магазин. Я 100 раз повторяю, я астролог, я знаю, мне идут откровения. Тысячи мужчин вам подойдут, нет единственного суженого. Да, есть человек, который лучше всего вам подойдет. Их всего несколько таких людей в мире. Да, вот говорится по судьбе. На мой взгляд, до 12, потому что вообще есть 12 только родовых таких больших историй. И до 12 личностей в мире, где 8 миллиардов, до 12 есть личности в мире, которые вам подойдут как перчатки. Остальные 1000 подойдут плюс-минус. Не будьте отшельником. Если нет отношений, ищите. Поэтому говорю, мои карты всегда для всех, мои расклады. Вот, и еще одна перевернутая карта. Посмотрите на эту карту. Давайте покажу вам прямую, просто лучше видно. Это 10 меча. В перевернутом плане вообще 10 это всегда новый виток, а мечи это новый виток. Но не берите эти страдания в новую жизнь. Страдания заканчиваются. В будущем страданий больше не будет. Будет взаимопонимание, будет любовь. Вы больше не будете одиноки. Отшельника так сделаем. Видите, не будете больше одиноки. И еще вы будете просто счастливы. Это тройка чаш. Вы будете счастливы в любви с этим человеком. Как себя с ним вести? Легко. Легко ведите себя с собой. И он это с вас считает. И он это считает, как вы ведете себя легко с ним. Понимаете? Не грузите себя. Но что есть, то есть. То, что вышло, то и сказала. Я в конце расклада, если вы пожелаете, я сделаю вам еще и так называемый скриншот, то есть фотографию. И вы можете их, может быть, более посмотреть на них, порассуждать, подумать. Ведь у меня на видео вы выговариваете со своим высшим я, со Вселенной. Вы находите путь к лучшему будущему. Это ваш шанс выговориться. Давайте будем смотреть, чем сердце успокоится. И здесь 3 карты вышли. Карты очень-очень хорошие. Смотрите, старший аркан в первом раскладе, отшельник. Отшельник у нас в «Что будет?». То есть не будьте отшельником сами для себя, ищите свой внутренний свет. Как себя с ним вести? Ведите себя с собой так, как вам в кайф. И это будет для него лучшим подарком. Он тогда 100% ваш будет. И в каждом раскладе по одному старшему аркану. Вы знаете, я уже рассказывала, не буду уточнять. И здесь у нас карта звезда. Чем сердце успокоится? Звезда – это исполнение желания. Это то, что ваше желание исполнится. Вот и все. Вселенная, вот, судя по этим советам, Вселенная даст вам счастье, ваше желание полностью исполнится, гарантированно.
Ведь и так все понятно. Шестерка у нас пентаклей. Это говорит, что в вашей паре будут деньги, будет звезда исполнить желание. И еще бывает так, что человек в отношениях есть, и в отношениях может быть напряжение, потому что что-то с финансами не то, или ссоритесь из-за денег, или денег не хватает. Не хватает денег для нормального, счастливого быта, такое лагом, когда всего достаточно. И если у вас не хватает денег для нормального быта, из-за этого может быть ссоры. Ссоры эти не связаны с вашим характером, с его характером. Дурной характер у человека, которому плохо. Он просто показывает себя с вот этой дурной стороны, когда ему просто плохо, а плохо потому, что жизнь не ладится, все рушится, финансы, где-то заботы финансовые, где-то перекрыто что-то, где-то не хватает денег на жизнь. И шестерка пентаклей говорит о том, что в будущем, чем ваше сердце успокоится, тем, что будут деньги на все и еще останутся. То есть финансовый поток налаживается, а значит, вы будете с друг к другу спокойнее относиться, у вас будет чувство защищенности, которое нужно каждому человеку. И еще у вас будет выигрыш. Вот здесь цыганский оракул выигрыш. Плюс, что пятерка пентаклей говорит, если сейчас финансовый кризис, вы из него выходите, и у вас будет выигрыш. Я читаю 3 карты вместе. Иногда мне, бывает редко, но пишут, вот это и такое значение карт имеет. Девочки, я учитель по картам, очень много лет, скажу четко. Карта, пока она в колоде, она вообще значения не имеет. Это правильное отношение к карте. По книжке карты не выучишь. Когда есть вопрошающий, то есть есть вопрос, тогда она приобретает значение относительно вопросу. Плюс еще третье, карты только в раскладах имеют значение. Вот эти 3 карты вместе, их синастрия дает их общее значение, и значение каждой карты влияет на значение другой, к ней близлежащей. Так что, ну вот так, из песни слов не выбросишь, это первое. Второе, что вот по законам жанра прав тот, кто взял карту. Или тот с опытом человек, как я, например. Не то, что я там лучше, я просто с опытом, и все. Опыт – это самое главное. А кто-то без опыта, неважно. Сейчас я с улицы возьму любого человека, скажу, хей, иди сюда, возьми карту. Он будет прав, как он ее проинтерпретирует, даже если карта не знает. Потому что прав тот, кто карту взял. Вот такой закон жанра. Не стреляйте в меня, я играю, как умею. Играю по законам жанра. Вот. Я еще и на пианино немножко играю, если кто знает. Вот. Я имею большой опыт там тоже. А так что не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Видео заканчивается уже к концу. Поэтому я говорю с теми людьми, кто умный, досмотрел до конца, потому что видео надо до конца досматривать. И поэтому друзья остались. Я здесь уже, знаете, более так хочу и это сказать вам, то есть глубже копнуть. Всегда нужно досматривать до конца. Я в конце глубже показываю всегда. Потому что так раскрывается все, как вода раскрывается. Да, мы ныряем в воду, и потом глубже, там еще больше. Как в земле, больше еще золота, там, где глубоко. Вот такая жизнь. Звезда, она откладывает отпечаток, она светит, она дает свет прожектором на эти 2 карты, и они меняются, соответственно, звезде. Понятно, потому что звезда – это старший аркан. И звезда говорит, как с ним общаться, с мужчиной, чтобы получился счастливый исход из событий. Как с ним общаться, как с ним себя вести. Звезда говорит, будьте звездой. Не такой наглой звездой. Наглость, второе счастье, выбросите это. Нет, это неправда. Будьте естественной, спокойной. Все звезды спокойно светят. Никто не старается перед другой звездой себя показать. Никакой цветок не старается по другим из-за другого цветка себя показать. Он тебя показывает, он проявляется в этом мире. Проявляйтесь в своей красоте, невзирая на лица, говорит карта звезда. Проявляйтесь в своей красоте, невзирая на лица. Я сейчас именно к вам обращаюсь, человеку, который не проявляется в своей красоте, в себе не уверен. Потому что как себя с ним вести? Проявляйтесь в своей красоте, в своем хорошем настроении, в своем видении этого мира. Вы звезда, вы светите по-своему. И мужчина, которому нравится ваше свечение звездное, потому что каждая звезда, она по-своему светит. Когда вы в космосе, там вот это свечение звезд, там же тихо.
переводится на звук, и мы слышим все разные звуки, разные звуки. Теперь уже ученые, кстати, нашли тоже звуки рукотворные из других галактик, которые нам сигналы передают, говорят: «Хей, привет, мы здесь тоже есть». Это класс, то, что астрологи давно говорили, да. И светите по-своему, каждая звезда имеет свой свет. Интересно, что давно уже ученые, когда еще не были в космосе, говорили, что наше Солнце – это желтый карлик. Так звезда наше Солнце назвалась. А когда поднялись в космос, они увидели, что у Солнца белый свет, потому что в белом спектре есть все цвета. Да? Для нас он кажется белым, но там есть нюансы. Найдите в себе эту изюминку. Зачем я вам про космос говорю? Иносказательно о главном для вас. Есть нюансы в вашей внешности, в вашей ауре, в том, как вы себя ведете, как вы голову поворачиваете, как вы улыбаетесь, как вы смотрите, как вы что-то делаете. Делайте все элегантно, сделайте все красиво, расцветайте по-своему. И тогда мужчина будет ваш. Это вам гарантирует звезда. И тогда вам будут все завидовать. Но вам не нужно, чтобы другие завидовали. Они завидуют, потому что еще пока не светят. А когда они тоже будут своим светом светить, они не будут вам завидовать, и это будет еще лучше. Но по карте шестерка пентаклей часто те, кто завидует, просят у вас чего-то. И, скажем так, все несчастные, кто вам завидует и хочет вам навредить, они отступят от вас. Они отступят, они поверят, что вы звезда, и со звездой не спорят, да? Можно ей завидовать, как говорят, тихо, курит в сторонке, есть такое выражение русское. Я вообще так интересно смотрю эти выражения, но они жизнь отражают, да, и они ко мне приходят. И тогда вы выиграете $1 миллион. То есть здесь, да, вытяните из воды. Вода – это ваши эмоции, ваши отношения, ваша любовь. $1 миллион – это будет счастье в вашей паре, взаимопонимание, любовь. Все самое лучшее. Вот этим сердце успокоится, что вы будете светить как звезда. Я сказала бы, что вывод я бы сделала из 4 арканов, потому что в каждом из этих раскладов 4 вышел по одному старшему аркану. Иерофант говорит, ваши отношения идут к более серьезным, и это хорошо. Маг говорит, будьте магом в отношениях, и он станет магом, отношения будут магические, то есть притяжение друг к другу будет. Карта Отшельник говорит, ищите свой свет. Вот найдите свой свет внутри, классно, и проявите его во внешнем мире. Что такое отшельник? Вот этот свет, у него здесь в латерне Сириус, самая яркая звезда на небосклоне, это вы. Проявите свой свет изнутри и откройте его. И светите. Вот как здорово, да? И тогда не будет вам равных. Никогда не будет вам равных. Вот так, девочки и мальчики. Такой замечательный расклад. Для меня огромное счастье для вас работать и делать расклады. Я вас обожаю. Я надеюсь, что и вам со мной не скучно. А значит, мы еще обязательно и очень скоро увидимся. Всем добра, любви, счастья и очень много денег.